Совсем недавно компания Yamaha представила новый спортбайк R-серии Yamaha YZF R7, чем вызвала бурю негодования у поклонников марки. Дело в том, что компания уже выпускала спортбайк с таким названием в 1999 году, и это был действительно настоящий гоночный болид, а вышедший новый мотоцикл под этим легендарным названием и спортбайком-то тяжело назвать. Но прежде чем перейти к новинке, я хочу вам напомнить, что из себя представлял тот самый гоночный R7, о котором подробный выпуск выходил ранее, ссылку я оставлю в описании. Производство Yamaha R7 было мелкосерийным для того, чтобы участвовать в гонках по супербайку. Всего было выпущено 500 штук. Причем на момент продажи за цену R7 можно было купить два новых Yamaha R1, который являлся флагманом Yamaha в сегменте спортивных мотоциклов. Сердцем Yamaha R7 являлся 749-кубовый форсированный двигатель от Yamaha YZF 750 с 5 клапанами на каждый из 4 цилиндров, которые вместе с шатунами изготавливались из титанового сплава. За подачу топлива отвечал инжектор. Мощность двигателя была искусственно ограничена из-за требований к максимальной мощности, предъявляемых некоторыми странами. Но R7 имел огромный потенциал к раздушиванию. В заводском состоянии мотоцикл имел 106 лошадиных сил и 72 ньютон-метра крутящего момента. Но путем включения дополнительных форсунок с завода отключенных, мощность можно было увеличить до 139 лошадиных сил, а установка специального гоночного кита увеличила ее и вовсе до 162 лошадиных сил. Как вы видите, это была действительно ракета. Теперь переходим к новичку 2021 года, который гордо носит то же название Yamaha R7. Главным разочарованием для фанатов стало то, что новинка разработана на базе популярного Naked Yamaha MT-07 и комплектуется 689-кубовым двухцилиндровым рядным двигателем, который с 270-градусным коленвалом выдает максимальные 73,5 лошадиные силы на 8750 оборотов в минуту и 67 ньютон-метров крутящего момента на 6500. И это совсем печально, так как с этими характеристиками R7 пришла на смену легендарного Yamaha R6, снятого с производства в 2020 году из-за нового стандарта Евро 5. Поэтому внешний вид новинки практически копия последней R6. Мотоцикл получил полностью регулируемую 41-мм перевернутую вилку Каяба, в отличие от обычного телескопа на МТ-07. У заднего горизонтально расположенного амортизатора с креплением к двигателю прогрессивная характеристика и регулировка по преднатягу и отбою. Сечение стального профиля рамы R7 больше, чем на МТ-07, а вот маятник, колеса и выхлопная система были взяты у предшественника без изменений. У новинки два 298-мм тормозных диска спереди с 4-поршневыми радиальными суппортами Brembo. Yamaha сразу сделала акцент, что этот мотоцикл, в отличие от R6, рассчитан в основном на езду по городу, нежели для трека. Колесная база Yamaha R7 1395 мм, это на 5 мм короче, чем у MT-07.
Минимальный клиренс равен 135 мм, а емкость бензобака составляет 13 литров. Из электронных помощников представлена только двухканальная ABS, однако у новинки есть TFT приборная панель и полностью светодиодная оптика. Мотоцикл уже продается в США, где изначально за него просили $9000, что примерно 650 тысяч рублей. У нас он будет, естественно, стоить дороже, так как цена на самый младший спортбайк Yamaha R3 начинается от 520 тысяч рублей. Что же получается в итоге? Теперь для любителей новых мотоциклов при желании купить настоящий спортбайк придется присматриваться сразу к литрам.